Планируете отправиться в Стамбул? Как ориентироваться в городе? Как легко пользоваться транспортом? Как избежать неприятностей? Как вызвать такси? Обо всем этом и многом другом, что надо знать перед поездкой в этот исторический мегаполис. И сегодня все это в моем видео, гуляя по знаменитому кварталу Султан Ахмед. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чашку чая, кофе или же бокал вина. Не забудьте поставить лайк и всем приятного просмотра. Друзья, снова всем привет и добро пожаловать ко мне на канал, где мы с вами бродим по разным улицам, районам, кварталам необъятного Стамбула и всегда беседуем о чем-нибудь интересном. И сегодняшнее видео я начинаю с самого, наверное, известного микрорайона в Стамбуле. Это микрорайон Султан Ахмед, в котором расположено очень много разных достопримечательностей этого древнего мегаполиса. И скоро наступает уже теплый сезон, время посетить Стамбул, побродить по разным достопримечательностям, увидеть много всего интересного, где истории пересекаются, где пересекаются много религий, и все это выражено не только в местной архитектуре, но и в традициях и обычаях. Посмотрите, друзья, мы сейчас с вами находимся сразу буквально в 50-100 метрах за площадью Султан Ахмед. И здесь располагаются вот такие вот старые особнячки, отреставрированные. И чуть дальше мы выйдем с вами на улицу отелей, гостиниц и ресторанов. Я думаю, все, кто приезжал сюда, в Стамбул, бродили по этим улицам, арендовали здесь отели. Кстати, мы с вами сейчас идем в сторону Küçük Ayasofya Cami, это мечеть Айя София, малая мечеть Айя София, которая также не менее интересна. Позже, как я уже сказал, мы выйдем на улицу отелей сразу за площадью Султан Ахмед. Ну и потом позже выйдем уже к побережью Мраморного моря, пройдемся около дворца Топкапы по набережной и позже около основного входа в этот дворец на пересечении Золотого Рога и Босфора мы с вами завершим. Ну а, друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, что нужно знать, чем лучше, какими приложениями, где лучше арендовать, транспортными приложениями, вообще, что нужно знать при посещении Стамбула. Посмотрите, какая здесь тоже отреставрированная, старинные такие особняки, небольшой такой парк. Что нужно знать, приезжая в Стамбул? Такие советы просто от себя, никакой рекламы, все расскажу и покажу. То, чем именно я здесь пользуюсь уже в течение почти 2 лет. Ну и, друзья, начну я, наверное, с того, что перед тем, как ехать в Стамбул, нужно обязательно посмотреть, где вы выбрали отель, в каком районе, что вокруг рядом находится. И обязательно, друзья, надо изучить транспорт. Что я имею в виду? Как добраться, допустим, если вы здесь сняли от Султан Ахмед, допустим, до Биолу, чтобы посмотреть Галатскую башню, чтобы погулять по улице Истикляль, я не знаю, чтобы спуститься в Джихангир или по тому же Галата-порту в Биолу. И для этого я всем настоятельно советую скачать приложение Movit. Значок самого приложения я здесь где-нибудь вам в углу покажу. Что за приложение? Вы просто ставите там, где вы находитесь и куда вы хотите добраться. И приложение вам, посмотрите, тоже начинаются маленькие гостиницы. А вот этот конак можно снять. Посмотрите, в аренду. Очень здорово. Сохранили, отреставрировали Бияс Конак. Да, пожалуйста, вот даже есть номер телефона, кому будет интересно, поставьте на паузу и у кого есть финансы и желание здесь остановиться, можно снять его в аренду. Взять в аренду, снять посуточно, как угодно. Вот, друзья, вы просто ставите точку в приложении, где вы находитесь и куда вам нужно добраться. И Movit вам просто простроит маршрут, покажет, где от вас находится остановка, на каком транспорте, на каком автобусе, там сколько станций метро, что как проехать и добраться до нужного вам, друзья. Так, сейчас я здесь протиснусь до нужного вам места. Я всегда, вот даже с тех пор, год уже я веду свой этот канал, все свои маршруты я, естественно, планирую с этим приложением, потому что очень, друзья, удобно. Ну а если кто-то летит в Стамбул буквально там на неделю, и чтобы не покупать здесь сим-карту для интернета, в принципе, она вам здесь не нужна. В отелях есть интернет, в заведениях, в кафе тоже есть интернет. Ну а
хорошо и удобно передвигаться по городу, вы просто можете скачать приложение Maps.me. Я думаю, оно всем абсолютно известно. Очень уже старое приложение. Вы скачиваете у себя в городе перед полетом Maps.me, загружаете туда город Стамбул, все бесплатно. И, пожалуйста, прилетаете и оффлайн картой пользуйтесь. Также вбиваете то, что вам нужно. Сейчас мы уже с вами подходим к Малой Айе Софии. Вбиваете нужную вам достопримечательность, либо нужный вам адрес. Так, здесь сейчас я протиснусь. И также мувит вам просто карта, оффлайн карта, очень удобная, вам показывает, куда пойти, как пройти и какие в принципе достопримечательности здесь есть рядом. Поэтому пользуйтесь, все, друзья, бесплатно, все очень удобно и легко. Самое главное, что легко. Очень многие говорят, я боюсь лететь в Стамбул, там один или одна, потеряться там или что-то. Нет, друзья, просто скачивайте приложение, изучаете местность, где вы живете и как куда добраться, и гуляете. А вот, друзья, и Малая Айя София. Похожа на свою старшую сестру, не правда ли? Друзья, эта младшая Айя София была построена в 527 году по приказу императора Юстиниана I, как изначально церковь. Но после падения Константинополя и захвата османами ее переделали, вот посмотрите тоже. Небольшая здесь историческая справка с картами, ее переделали в мечеть, но она сохраняет как византийские, так и османские черты архитектуры. Ну, заходить сейчас мы туда с вами не будем, для этого, может быть, сделаю когда-нибудь отдельное видео, а мы с вами пойдем дальше. Друзья, ну еще одно, сейчас вот немного я отошел в другую сторону от Айя Софии, и мы с вами продолжаем. Еще одно очень такое хорошее, бесплатное и необходимое приложение. Многие из вас спрашивали под некоторыми видео, как пользоваться метро, точнее, карту метро-то найти могут все, а интерактивное приложение, например, вы хотите от Еникапы добраться до Истикляль погулять. Вот вы вбиваете в станцию свою Еникапы, и она вам показывает, что нужно выйти на станции Таксим. И, кстати, да, друзья, везде, конечно, все привыкли Таксим, и все будут спорить и с пены у рта доказывать, как в турецком языке все ставится на все ударения на последний слог. Но, когда вы сами сядете в метро, либо в автобус, и вы сами своими ушами услышите «Геледжек Истасьон Таксим». Ну, поэтому и я тоже называю, как и местные жители, площадь Таксим. Вот. Очень удобное приложение, метро Транзит называется, и я, естественно, оставлю где-нибудь здесь значок этого приложения. Пожалуйста, вот посмотрите, тоже уже видно византийские стены. Так, нам надо здесь перейти дорогу, и мы с вами, друзья, продолжим. Так, переходим по-турецки. А значит, без правил. Друзья, ну и соответственно мы сейчас с вами переходим к следующему совету, я не знаю, к следующей, как это назвать, предосторожности от меня. Будьте, я уже во многих своих видео говорил, будьте очень-очень внимательны к уличным переходам, потому что движение на улицах Стамбула может быть очень интенсивным и абсолютно непредсказуемым. Я уже повторяюсь, во многих видео говорил, что в Турции правила движения есть только на бумаге. Здесь можно пересекать и сплошные линии, здесь и подрезают, здесь и поворачивают направо с третьей полосы. Поэтому, друзья, и самое, что очень сильно отличается от наших стран, здесь вам никто не уступает, точнее не обязан. Есть, конечно, единицы людей, которые вам уступают дорогу, но не рассчитывайте на это. Здесь это очень редко. И поэтому внимательно следите за светофорами и убедитесь, что дороги свободны, прежде чем переходить. Это, наверное, такое самое основное предостережение, потому что люди из наших стран, приехавшие в Турцию, привыкли, что им всегда уступят и на дорогах безопасно. Но, друзья, в Турции по-другому. Это нельзя судить, хорошо это или плохо. Посмотрите тоже, как здесь отделано все. Это просто по-другому. И этот момент очень важен для безопасности и вашего здоровья. Еще, друзья, я бы предостерег вас от использования такси в Стамбуле. Лучше воспользоваться обычными приложениями и обычным самым городским транспортом. Почему? Потому что Стамбул все-таки это туристический город, и здесь очень хорошо накручивают круги и очень хорошо могут обдурить. Тем более сейчас бензин очень здесь дорогой, все услуги дорогие, и, конечно же, водителям нужно
заработать деньги тоже для себя, для своей семьи и так далее. А видя туриста, ну, как бы это, я думаю, что везде такая классическая общепринятая практика в туристических городах. Что бы я посоветовал, если прям вам очень срочно нужно такси, это чтобы вам вызвали его на ресепшене вашего отеля, чтобы водитель сразу сказал прайс, цену, сколько это будет стоить. Ни больше, ни меньше. Они прекрасно все это знают и могут сказать сразу прайс. Либо воспользоваться услугами приложения Uber. Но сразу вам скажу, что в Турции, ну, это долгая очень история. В каком-то из своих видео я уже рассказывал про Uber. За вами приедет самая обычная желтая. Вот посмотрите, какой отделан. Сейчас обойдем чуть, я разверну камеру. За вами приедет обычное желтое такси. Также есть приложение B-Taxi, но оно на турецком языке. Пожалуйста, кто владеет, можете воспользоваться. Но еще есть один такой небольшой нюанс. Если в наших странах, там, пользуясь Uber, либо Яндекс, посмотрите. Хорошо отделано. Uber либо Яндекс вам покажет сразу стоимость, уже не больше, не меньше, то в Турции вам покажут, допустим, вам там ехать, и вам напишут цену от 150 турецких лир до 230. Ну вот и рассчитывайте сами. На моем случае, в моем, точнее, случае, на практике у меня было, что поездка была там от 230 до 280 лир, но водитель повез меня кругами, видя, что я турист, и в то время по-турецки я, ну, совсем ничего не понимал. Если сейчас хоть немного, с вами наконец-то идем вниз, вот еще одна небольшая мечеть, сейчас подойдем посмотрим. Вот, он начал просто накручивать круги, и вышло что-то около 360, я уже не помню, лир. Я уже рассказывал эту историю в одном из своих видео. Вот, и он захотел брать вот такую высокую сумму. Но, позвонив, так, посмотрите, даже годы написаны строительства мечети. Но, позвонив в службу поддержки этого такси, это, по-моему, был Uber. Ну, как я уже сказал, здесь он не Uber, но все же. Оператор, я уже забыл это слово, оператор сказал оплатить сумму, которая максимально написана в приложении. Ну, водитель был очень сильно недоволен, негодовал, но самое главное сказать полис. Они всегда это понимают, они этого боятся, потому что здесь система такси в Турции очень сложная и очень интересная, и очень сильно монополизирована. Поэтому если водителя удалят из одного оператора к другому оператору, ему уже очень будет сложно попасть, друзья. Поэтому также будьте бдительны, и лучше лишний раз. Слушайте, мне нравится очень. Посмотрите, как деревянное везде отделано. Лишний раз лучше, тем более, если вы приехали на неделю. Здесь практически все в пешей доступности. Я думаю, опытные такие туристы по Стамбулу. Биелу Фатих, такие основные достопримечательности Стамбула, где расположены, можно пройти и пешком. Ну а на крайняк уже воспользоваться общественным, друзья, транспортом. И кому интересно обозреть весь транспорт Стамбула в формате вот такой вот, как обычно у нас сейчас с вами прогулки, я оставлю видео здесь в подсказке, а также в конечной заставке. И еще, друзья, момент. Мы с вами уже как-то гуляли по Султан Ахмед, просто с другой стороны ходили с вами на площадь Султан Ахмед, где находится одноименная мечеть и мечеть Айя София. Вот, и также вокруг по окрестностям старого района. Опять же, оставлю в конце видео в выплывающих подсказках, друзья. Кому интересно, заходите, смотрите, отдыхайте, любуясь красотами древнего, посмотрите, вот тоже уже византийская стена начинается, древнего города. Друзья, еще один такой совет хороший. Приезжайте всегда в Турцию, не только в Стамбул, но в принципе в любой город Турции с наличными в валюте. Это могут быть евро, доллары, паунды, что хотите, но не рубли, друзья. Рубли здесь менять очень невыгодно. А если вы, допустим, прилетите в Стамбул, а деньги у вас на российской карте лежат, можете отправить сюда на любое почтовое отделение, либо, если у вас есть турецкая карта, можете отправить напрямую на турецкую карту через приложение «Золотая корона». Но, друзья, сейчас ситуация со всеми санкциями, фиганкциями, уже хочется, посмотрите, какая страна, уже хочется выразиться совсем некультурно. Мы не знаем, когда, точнее, в какой день отключат, отменят, заблокируют, запретят систему переводов «Золотая корона». Поэтому, если вы собираетесь в Стамбул просто отдохнуть, берите с собой доллары или евро наличные. Здесь можете по хорошему курсу поменять.
Момент один. Не меняйте деньги в аэропортах. Лучше зайдите в отделение банка. Потому что, я думаю, всем ясно и понятно, что в аэропорту обязательно курс обмена будет намного выше, друзья. Так, давайте пройдем здесь и будем уже выходить с вами на основную улицу отелей, ресторанчиков, а позже уже спустимся к морю. Агора. Следующий момент, друзья, который я также уже много раз упоминал в своих видео. Стамбул город громадный. Кто там соизмеряет с другим? Секунду. Друзья, ну вот пригласили в ресторан с красивой манзарой, с красивым видом на закат. Сказали, что к 7 часам, вот посмотрите, как раз откуда делаются эти знаменитые фотографии, на которых видно мечеть Айя София, Султан Ахмед. Вот ресторан Карлос, пожалуйста. На чем-то я закончил, уже забыл. По-моему, мы с вами насчет размеров города говорили. Стамбул очень-очень громадный. Кто любит соизмерять, сравнивать с другими городами, Стамбул больше Москвы, поэтому представьте, сколько здесь ходить. И такой прям настоятельная рекомендация от меня. Друзья, выбирайте удобную обувь. Никаких платформ, никаких, тоже какое-то управление местное, никаких каблуков. Это только какие-нибудь легкие кеды или тапочки. Да, hello, my friend. Друзья, никаких шлепанцев, никаких сланцев. Потому что с этими подъемами вверх-вниз постоянными, на видео, может быть, на моих это и не сильно заметно, но, друзья, те, кто были в Стамбуле, либо живут, пожалуйста, вот тоже террас, кафе с видом, террас-кафе, отпишитесь, пожалуйста, что очень-очень резкие, крутые спуски и подъемы в Стамбуле. И кто каблуки, пожалуйста, посмотрите, очень много где в старом городе, да и не только, брусчатка. Вы просто оставите всю свою обувь здесь на асфальте. Легкие кеды, легкие какие-то тапки тканевые, либо уже легкие кроссовки. Это обязательное условие для путешествия в Стамбул. Не бойтесь, что там ноги не дышат, ноги горят. Просто выбирайте натуральные ткани, и ноги ваши будут в целости и сохранности. И еще, друзья, летом в Стамбуле солнце намного активнее и сильнее, чем, допустим, в Сочи. Поэтому обязательно головные уборы. Очень жарко здесь. Не так, конечно, душно, как может быть в Сочи, либо в Краснодаре, либо в Новороссийске, Геленджике, но здесь очень жарко. Обязателен головной убор, обязательно удобная обувь и, друзья, обязательно для белокожих, либо кто там защищается от солнца, солнцезащитный крем. Вот посмотрите, тоже осталось еще от старых руин. Это вот 3 пункта: обувь, головной убор и солнцезащитное средство. Это прям обязательно. Это вот личная настоятельная рекомендация от меня. Можете не тащить с собой бутылку, так как автобус, можете не тащить с собой бутылку солнцезащитного крема. Вы можете купить его здесь, какой-либо турецкой марки, потому что в Турции очень много людей защищаются от солнца, и индустрия солнцезащитных средств здесь очень на хорошем уровне. Вы можете купить это средство здесь. Оно будет не хуже, а может быть и в разы лучше, чем какой-либо там L'Oréal ваш или Nivea. Здесь этого очень много везде. Но лучше, опять же, я бы посоветовал взять какой-либо турецкий солнцезащитный там крем, спрей, что вам там больше нравится. Еще, друзья, я, наверное, должен был начать с этого совета. Это обязательно перед тем, как ехать в Турцию, неважно, это Анталия, либо это Стамбул, либо еще какой-либо другой город, обязательно нужно хотя бы немного ознакомиться с местными обычаями и культурой. Например, очень важно знать, что в мечети требуется одеваться, друзья, очень скромно. Женщины обязаны накрывать голову и плечи, а мужчины должны носить длинные штаны и закрытую, точнее, рубашку, друзья. И обязательно в мечети люди разуваются. Очень, друзья, стрёмно и неприятно смотреть, когда славяне заходят в мечети в шортах, заходят в мечети в очках, как будто они просто вышли на пляж погулять. Я понимаю, что на улице жарко и посмотреть все хочется, но если вы уж хотите погулять по мечетям, ну не обессудьте, не перетрудитесь, возьмите с собой какие-либо легкие, там, я не знаю, льняные штаны хотя бы, друзья. Ну, совсем уж иногда неприятно и немного стыдно бывает. И сразу же отсюда еще небольшой такой совет. Я бы
порекомендовал всегда посещать какие-то достопримечательности, музеи, мечети, площади или еще какие-либо заведения. Друзья, в первое время суток, утром я имею в виду, в утреннее время, потому что вы избежите громадных толп, шумных толп, и насладитесь и посмотрите все, что вам интересно. И очень часто, кто давно на моем канале, знает, что я выхожу снимать, вот как, например, и сегодня, для вас в утреннее время, чтобы показывать вам не толпы народов, а все вокруг, чтобы было нормально видно. И мне многие спрашивают тоже, вот посмотрите, друзья, мечеть, многие спрашивают, зрители, где же люди, почему так все пустынно, где все. Ну, друзья, хочется показать вам Стамбул, а не толпы в Стамбуле. И очень многие у меня также спрашивают показать не туристический Стамбул. Друзья, я сделаю плейлист, оставлю здесь тоже в подсказках, где соберу свои видео именно из нетуристических районов или кварталов, махалли, чтобы вы могли увидеть, как живут местные жители вдали от туристических мест. Друзья, вот посмотрите, уже начинаются стены, как в стены Константинополя, византийские стены, и за ними уже находится дворец Топкапы, друзья. Вот так вот. Вот такая древняя красота, конечно, отреставрированная. В Стамбуле турецкие власти следят за древними памятниками архитектуры. А вот лицевая сторона этой небольшой мечети. Сейчас мы с вами тоже подойдем и посмотрим. Год постройки интересен. 1482, друзья. Вот так вот. Вот такая древность здесь. И чайки. Как обычно, чайки. Друзья, немного прервался, сделал несколько фотокарточек для своего телеграм-канала. Кстати, подписывайтесь, кто еще не подписан. Там мы спокойно обсуждаем разные темы, которые не можем обсудить здесь. Делимся чем-нибудь с вами интересным. И также туда я выкладываю разные свои фотографии с прогулок, либо просто какие-то фотографии в обыденной жизни вне ютуба. Поэтому, друзья, подписывайтесь. И вот они еще до сих пор продолжаются стены византийские, стены Константинополя. Друзья, общая длина этих стен была 5630 метров, и были они воздвигнуты для, как вы уже поняли, защиты Константинополя от варваров, тогда еще при императоре Феодосии II. И строительство продолжалось с 408 года по 413 год, друзья. После, конечно, они были несколько раз укреплены, обрушивались при землетрясении 740 года, но до сих пор восстановлены к настоящему моменту и служат таким вот памятником древней архитектуры бывшего Константинополя, нынче Стамбула. Друзья, ну и пока мы с вами спускаемся к Мраморному морю, я продолжу нашу сегодняшнюю с вами тему. Что нужно знать, какие советы для вас я приготовил при поездке в Стамбул. Красота, друзья. Тут надо просто побывать и погулять вокруг, чтобы почувствовать все это величие. Друзья, и что я хочу, точнее, от чего я хочу вас предостеречь. Не покупайте ничего ни на египетском базаре в Эминюню, ни на Гранд базаре. Не нужно этого делать. Просто пройдитесь, погуляйте, посмотрите. Может, даже там что-то попробуйте. Вас там везде, чтобы завлечь в свою лавку, вас там везде угостят, накормят и так далее. Но ничего не нужно там покупать. Все это вы можете выйти 200 метров, 300 метров от этих базаров и купить в 3, в 4, а то и в 5 раз, друзья, дешевле. А если вам еще будет интересно, вот тоже посмотрите, строят гостиницу. И вот здесь когда-то был открыт вход в Гюльхане. Это парк, и в нем располагается дворец, находится дворец Топкапы, известнейший в Стамбуле, в котором немыслимое, неисчислимое количество разных сериалов было снято. Ну и вон небольшие такие улочки. А если, друзья, вам будет интересно побродить в азиатской части, а еще доехать куда-нибудь, я не знаю, до Бостанджи, до Малтепе, до Пендик в районы в азиатской части, там можно это все купить в 5, в 6, в 7 раз дешевле. Еще и если немного поторговаться с тем учетом, что вы знаете турецкий язык. Кстати, что я еще хотел вам сказать. Очень будет здорово, и так, сейчас здесь пройдем, тут выход на станции местной электрички. Друзья, изучите самые основные фразы на турецком языке. И несмотря на то, что многие люди в Стамбуле, особенно в
туристических вот таких районах говорят на английском языке, не везде, но говорят. Очень высоко местными жителями ценится такое даже просто усилие говорить на местном, на турецком языке. Просто выучите там, как поприветствовать человека, как пожелать хорошего дня, хорошей работы. Если у кого-то будет желание, выучите цифры, чтобы на турецком языке спросить, сколько это стоит. Улыбайтесь. И поверьте, даже такие минимальные знания турецкого языка и то, что вы покажете, вот, кстати, Social Tesisleri, это социальные вот кафешки, кто-то у меня спрашивал, они обычно расположены на вершинах холмов Стамбула. У меня есть уже видео из нескольких. Недавно я записывал видео с турецким завтраком в нетуристическом районе в Картале, и потом мы ездили на холм Чамлыджа, мечеть смотрели Чамлыджа, и холм там есть, и в районе Пендик, недалеко от аэропорта Сабихи Gökçen, там есть такой холм, Gözdağ называется, там тоже очень хороший такой парк, и социальное кафе наверху. Кому интересно, оставлю в конце видео, тут в подсказках, перейдите, посмотрите. Так вот, друзья, даже небольшие знания, не то что знания, а то, что вы покажете, что вам интересен турецкий язык, вы уважаете турецкий язык, и это, поверьте, поможет вам выбить тоже скидку на что-либо. Так, а тем временем мы с вами вышли к Мраморному морю, и нам нужно с вами перейти здесь дорогу. Это улица Кеннеди, Кеннеди Caddesi. Так, ладно, подождем, не успел я перебежать. Друзья, это вот маяк Ahırkapı Feneri. Это действующий исторический маяк здесь на мысе Сарайбурну, который обозначает южную границу Стамбульского порта. Вот там мы видим уже азиатский Кадыкёй. Сейчас тут немного зайду, взберусь. И чуть-чуть совсем видно Принцевы острова. Ну и вот такая здесь небольшая панорама, друзья, вокруг. Теплый, хороший денек выдался. Ну а мы с вами пойдем дальше. Здесь, друзья, очень шумно, и гулять здесь не очень приятно будет. Друзья, и вот небольшой, конечно, за деревьями не видно, небольшая часть Топкапы, известнейшего дворца. И такой небольшой парк на набережной, около входа, точнее, движемся с вами сейчас ко входу в парк Гюльхане. Сейчас вы видите часть Биюлу, залив Золотой Рог, который впадает в Босфор. Сейчас чуть дальше пройдем, кусты, все эти плиты пройдем, и я поверну камеру, вам покажу, друзья. Забыл сказать насчет транспорта. Приезжая в Стамбул, обязательно купите себе Istanbul Card. Это проездная карта, она как тройка в Москве, кому интересно. И, к сожалению, на нее сейчас можно положить 500 лир, купить ее. Я не помню, сколько она сейчас стоит, по-моему, 60 или 70 лир. Положить на нее можно 500 максимум лир. Пользоваться можно сколько угодно человек, один за одним оплачивать, но только 500 лир. И потом нужно покупать новую. Вот так вот сделали. Вот, друзья, посмотрите, Золотой Рог впадает в пролив Босфор, и справа вы уже видите азиатскую часть этого старинного мегаполиса, друзья. Вот, переходим с вами к следующему пункту, который я выделил для вас. Как и в любом, друзья, крупном городе, будьте очень внимательны к своему окружению и своим ценным вещам, когда гуляете по Стамбулу. Носите с собой только самые необходимые, сейчас обойдем, самые необходимые документы, и осторожно очень будьте с деньгами. Как и в любом, как я уже сказал, крупном городе, существует риск карманных краж. Я несколько раз уже рассказывал, тут вот такой небольшой амфитеатр, можно посидеть, полюбоваться красотами этими природы. Много раз я уже говорил в своих видео, как наблюдал в разное время карманные кражи в трамвае, карманные кражи в транспорте, в метро. Поэтому, друзья, будьте аккуратны, будьте в любом случае, будьте, как и везде, осторожны в местах с большим скоплением людей здесь. Потрясающая, друзья, погода. Просто хочется засесть, что я и сделаю позже, и просто что-нибудь перекусить с этим великолепным видом. Вообще, друзья, в Стамбуле очень просто бесчисленное количество мест с великолепным видом, и я всем посоветую заходить, поискать на карте, вбить вот в приложение Maps.me или, я не знаю, уже в Google, куда вы хотите. Вот здесь можно сделать фотокарточку. В прошлом году было столетие Стамбула. Найти места, которые мы с вами проходили, называются Social Tesisleri.
в основном это на холмах, и посетить их. Вы просто удивитесь, какие виды можно лицезреть своими глазами живьем, и не пожалеете об этом. Друзья, ну и самый последний, наверное, совет для вас, в помощь вам. В прошлом видео мы с вами гуляли по Биюлу из Стекляль до Галатского моста. Я уже упоминал, что я бронирую сам. Вот посмотрите, кстати, вот эта инсталляция, или как это назвать. Я не нашел информации, что обозначает. Если кто-то владеет знаниями о вот этих металлических изображениях, гравировках, поделитесь в комментариях. Вот, я упоминал о таком приложении, как Hotels. Именно я и этим приложением пользуюсь, когда езжу куда-то за пределы Стамбула, еще и до того, как я начал свой канал. Очень удобно, на русском языке оплачивать можно в лирах, в рублях. И там даже какие-то купончики, вот тоже инсталляция Стамбул. Можно сделать красивые фотографии. Вот, бронируя несколько раз, там тоже какие-то будут купончики. Попробую поставить, конечно, изображение приложения здесь для вас. Напомню, никакой рекламы в этом видео нет. Показываю, рассказываю о тех приложениях или услугах, которыми лично я сам пользуюсь. Надеюсь, информация была для вас полезной, прогулка вам понравилась. Всем мирного неба над головой, подписывайтесь на канал и всем пока!